Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о том, как посчитать сумму в Excel. Для этого мы понимаем, что сумма – это сложение нескольких ячеек, находящихся подряд или не подряд, в зависимости от ситуации. Первая задача, которую нам необходимо сделать, это посчитать суммарный оклад, премию, начисленные и так далее. Самый простой способ – это зайти во вкладку «Главное», выбрать значок «Сумма», и он автоматически определит диапазон, который нам необходимо сложить. В данном случае он верен. И растягиваем вправо. Второй пример. Это то же самое по столбцу. Выделяем сумма. И у нас он также определяется правильно. То есть, когда он автоматически определяет диапазон, его необходимо проверять. Соответственно, задача номер 3 заключается в том, чтобы использовать функцию сумма для синих ячеек. Для этого мы берем функцию сумма. Видите, вот сейчас он в данном случае неправильно уже выделил. Берем первую ячейку, нажимаем Ctrl. Держим Ctrl, выделяем вторую, третью, четвертую, пятую, шестую с зажатой клавишей Ctrl. Нажимаем «Ввод». Для того, чтобы проверить правильность распределения ячеек, мы заходим во вкладку «Формулы» и выбираем влияющие ячейки. Таким образом, каждая точка будет обозначать ячейка, которая относится к этой сумме. Выбираем стрелки. И, соответственно, то же самое делаем для оранжевых ячеек. Первую выделяем без Ctrl. Все остальные с зажатой клавишей Ctrl. Если несколько ячеек у нас находятся не подряд, их также можно выделить и протащить. Обратите внимание, что если в формуле написано точка с запятой, это означает, что ячейки не передают диапазон. А если двоеточие, это значит все ячейки, включая ячейки F3 и F16. Нажимаем «Ввод», выбираем влияющие ячейки и видим, что диапазон также указывается точкой, то есть он относится к данной сумме. Будьте внимательны с этим. И заключительная задача на сегодня – это итого по строке и итого по столбцу. Важно понимать, что по столбцу у нас находится 1 000 000 с лишним ячеек. Поэтому, когда вы считаете сумму столбца, как в данном случае, у нас есть два количества. Есть количество 2, есть количество 1. И что важно понимать, что если мы делаем сумму именно столбца с количеством, тогда мы выделяем вот так. То есть, когда диапазон, видите, BB, то есть это обозначается полный столбец B. А если нам необходимо найти сумму только количества 1, мы выделяем количество, нажимаем Ctrl-Shift вниз. Обращаем внимание, что в данный диапазон у нас не входит количество 2 и нажимаем галочку. Ctrl-Shift вниз – это выделить диапазон со сдвигом вниз. И, соответственно, для того, чтобы посчитать сумму строки, мы также можем использовать сумму. Если у нас полностью строка, это такой формат записи. Если у нас именно с количеством, нажимаем Ctrl-Shift вправо, обращаем внимание, что у нас заключительная ячейка правильная, и нажимаем «Ввод». Отлично. На сегодняшнем занятии мы посмотрели, как у нас работает функция сумма, каким образом ее можно посчитать по строке или по столбцу, как ее посчитать, если ячейки находятся не подряд. Если данное видео было вам полезно, поставьте палец вверх, напишите комментарий, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, всем пока!